Всем привет! Сегодня приехал к себе на рынок купить несколько саженцев яблонь. И смотрю, что есть вот чемпион, я себе возьму. Значит, саженцы были, говорит продавец, вчера выкопаны. Но я думаю, что он не обманывает, потому что у нас только-только вот они появились. Это у нас топаз. Здесь у нас есть перлина Киева, Golden Resistant, Early Женева. Это сорта, которые вот сейчас как раз можно кушать. И слава победителю. Также с другой стороны там есть груши, но сегодня я их не буду выбирать, потому я сегодня возьму вот саженец чемпион. Возьму саженец, наверное, себе еще один топаз. И где-то я здесь видел еще возьму Элизы. Так, ну что у нас еще? Это тоже у нас Элиза. Значит, корневая у саженцев всех практически идеальная. Корневую обрабатывают, чтобы не подсыхало. И, в общем, саженцы яблони пока по 70 гривен. И здесь уже двухлетки. Я думаю, что это нормальная цена. Прямо с рынка я телепортировался в свой сад и взял вот таких 5 яблонь. Это у нас топаз, Early Женева здесь написано. Ну, здесь неправильно, это Early Женева, Элиза. Последний это у нас чемпион. И вот такой тоненький слабенький саженец. Это десертный. Это осенний сорт. Сладкий сорт. И пускай будет хоть 2 позднелетних, раннеосенних сорта. Это Early Женева и десертные. Сейчас будем садить их вот в эти ямы, которые я выкопал, когда выкапывал пропавшие абрикосы. Здесь с этой стороны посажу 2 ранних яблони, а с другой там 3 ямки выкопанных, то посажу зимние сорта. Листья я пока не обрывал, сейчас посажу эти деревья и оборву. Как я уже на рынке говорил, что саженцы были выкопаны вчера, поэтому за одни сутки, за другие ничего плохого не случится. Вот посажу и сразу эти листья уберу. Наливаем немного воды в яму, чтобы здесь основание промочить. Так, потом берем саженец. Примеряемся. В общем, это подвой ММ106. И вот место прививки. Поэтому здесь посадка, в принципе, может быть любая. Если даже я посажу вот так, земля будет, то вот в этих всех местах со временем тоже начнут расти корешки. И это как бы будет дополнительное питание для деревца. Но все же я не буду сильно его углублять, чтобы место прививки все-таки оставалось хоть 5 сантиметров выше уровня земли. Сейчас я попробую в ряд пристреляться, чтобы деревцо хорошо совпадало, потому что ямки я копал, так скажем, наугад. Немного засыпал, и еще можно пролить водичкой, чтобы вот эта вся земля хорошо сбивалась и садилась. В принципе, сейчас осень, основные процессы в дереве уже закончились, и вода деревьям, саженцам как бы и не нужна. Но для того, чтобы хорошо уплотнились корешки, надо все-таки воды добавить. И тогда корневая хорошо землей будет осыпана. Надеюсь, что яблони в этом месте лучше приживутся и зимой не будут вымерзать. Потому что абрикосы для нашей местности это получается экзотика. Первая яблоня посажена. Немножко земли, несколько лопат из огорода принес. Потому что здесь получалась такая ямка для полива, но на зиму она не нужна. Если мне весной она будет надо, то я ее сделаю.
Верхнюю часть можно не поливать, потому что создастся корочка земли, которая будет мешать проникновению кислорода в землю. Внизу мы влагу оставили, и этого хватит вот этому деревцу. Посадил я эти 5 саженцев яблонь. Сейчас вот эти листья возьму и буду счищать. Вот так аккуратно, не спешим, потому что можно почки пообрывать, которые находятся возле вот этого основания. Обрезку при посадке осенью никакую не делаем. Разве что у вас саженец 2-метровый, то можно немножко снизить его, чтобы убрать, так скажем, парусность, чтобы зимой его не так шатало при большом ветре. Так, ну и сейчас делаем такую же операцию на всех деревьях. Теперь вот это все я посадил, и чтобы названия деревьев не потерялись, то я делаю небольшую такую запись. Значит, подписываю деревья так, как я их садил. Значит, здесь у нас Эрли Женева. Следующая у нас здесь посажена десертная. Так, здесь у нас первое, это будет Чемпион. Здесь у нас будет Топаз. Так, ну и здесь уже у нас возле слив будет Элиза. А сейчас я нахожусь дома. И сейчас я открою схему посадки сада, а именно этого участка. И внесу некоторые изменения. Так, вот эти 1, 2, 3 и здесь 1 и 2. Вот здесь у нас будут расти яблони. Поэтому абрикосы мы с этого места удаляем. Вот эти все записи удаляем. Также с этой стороны все это удаляем. Жалко, конечно, что так произошло. И хотелось бы иметь в своем саду и абрикосы. Но имеем то, что имеем. Здесь тоже вот этот желтый цвет меняем на зеленый, потому что такие обозначения я себе здесь принял, чтобы было более понятно. Здесь эта схемка создана в программе Excel, одна из самых известных программ. Так, и согласно своих записей я записываю. Здесь у меня сорт Элиза. Так, следующая у нас Топаз. Так, и здесь у нас Чемпион. Чемпион. Потом вот в эти квадратики я вставлю фотографии этих яблок. А с этой стороны у нас вот в этом месте получается десертная. И в этом месте у нас Эрли Женева. Это два таких позднелетних, раннеосенних яблоки. На этом на сегодня у меня все. До следующих видео.